Самый неординарный российский актер. Именно так называют Даниила Спиваковского критики и поклонники его таланта. Он очень разноплановый артист. Ему под силу перевоплощение в отрицательного героя, причем он очень органично смотрится в этом образе, поражая полным психологическим раскрытием тонкостей характера и психики. Возможно, это ему удается благодаря второму образованию. В свое время Спиваковский получил диплом психолога. Сейчас многие знают артиста как образцово-показательного мужа и заботливого отца 4 детей, хотя до встречи со своей супругой он имел очень бурную личную жизнь с известными актрисами. О том, чем наполнена жизнь Спиваковского, жалеет ли он о своем прошлом и как сейчас складывается личная жизнь артиста, мы решили рассказать вам. Даниил – коренной москвич. Именно в столице нашей родины он родился 28 августа 1969 года в интеллигентной семье. Воспитанием мальчика занимались все члены семьи. Дед Семен Спиваковский – военный летчик, бабушка Людмила Спиваковская – домохозяйка и мама Алла Спиваковская – психолог по образованию, психотерапевт, профессор, доктор наук. О своем родном отце мальчик ничего не знал и никогда не спрашивал о нем у родных. Еще в школе Спиваковский решил, что пойдет по стопам своей мамы и будет учиться на психолога. Ради этого он оставил занятия в школьной театральной студии и начал серьезно готовиться к вступительным экзаменам. После получения аттестата зрелости он поступал на факультет психологии в МГУ, но не прошел по конкурсу. После провала в вуз он начал свою трудовую биографию в довольно специфическом месте – психиатрической больнице. На протяжении года он работал и готовился к поступлению в вуз. Вторая попытка оказалась удачной, его зачислили в студенты МГУ. Однако год, который он пропустил, сработал не в его пользу. К моменту его поступления студенты дневного отделения были лишены отсрочки, и Даниил ушел служить в армию. После демобилизации Спиваковский восстановился в вузе и продолжил обучение на факультете психологии. Но его по-прежнему привлекало лицедейство, и вместе с товарищами он стал частенько заглядывать в студенческий театр. В следующем году несколько коллег по студенческому театру решили попробовать свои силы в театральном, и Спиваковский тоже отправился с ними. Он подумал, что лучше попытаться сейчас, чем потом жалеть о том, что упустил возможность изменить свою жизнь. Начинающий психолог был так убедителен на экзаменах, что поступил одновременно в 3 театральных вуза. После этого родные молодого дарования собрались на семейном совете. Было принято решение, что он может учиться где хочет, но диплом МГУ просто обязан получить. Тогда Даниил пришел в свою школу, попросил выдать ему дубликат аттестата, соврав, что оригинал потерял. Он отнес дубликат в ГИТИС и на протяжении 4 лет учился в 2 вузах. Можно только представить, каких усилий ему это стоило. Сейчас Спиваковский востребованный актер. Иногда он трудится и по своей первой специальности – психолог. Даниил ведет тренинг под названием «Актерское мастерство» или «Эффективность профессионального общения», который проходит в столичной психологической студии. Спиваковский сам выбирает фильмы, в которых будет сниматься. Он говорит, что для него важно, чтобы сюжет был увлекательным и неординарным. Это не значит, что артист работает только с прославленными режиссерами. Он с удовольствием снимается и у дебютантов, если сценарий его заинтересовал. Первый раз Даниил повел в ЗАГС актрису Анну Ардову, звезду комедии «Одна за всех», знакомство с которой состоялось в театральном вузе. Сразу их связывали только дружеские отношения, но молодые люди скоро поняли, что влюблены, и в 1992-м поженились. Вначале молодожены жили в коммуналке, но очень скоро поняли, что платить за нее нечем, и поселились у мамы Даниила. Алле Семеновне Анна не понравилась. Женщина считала ее вспыльчивой и неаккуратной. В семье начались скандалы, выяснение отношений, битье посуды и даже драки. Анна не выдержала и ушла. Их брак длился всего 11 месяцев. После этого у Даниила случилась еще одна любовь. В его личной жизни появилась Олеся Судзиловская. Официально брак они не заключали, причем жили супруги достаточно долго. Артистка старалась быть хорошей женой. Стояла у плиты, наводила порядок в доме и даже шила одежду. Однако Судзиловской поступали предложения о съемках в интересных проектах, от которых она не могла отказаться. Олеся стала меньше времени проводить дома, а Даниил был к этому не готов. Паре пришлось расстаться. Судзиловская болезненно пережила разрыв со Спиваковским, ей даже пришлось обращаться за помощью к психологу. После расставания они стараются не вспоминать об этих годах.
За все время, прошедшее после разлуки, Судзиловская только раз ответила на вопрос журналистов об их отношениях. Настоящая дружба сложилась только с одним из них, моим бывшим гражданским мужем. Мы можем позвонить друг другу в любое время, поделиться самыми личными проблемами. Да, был какой-то отрезок времени, когда мы вообще не общались. Все-таки процесс расставания оказался для нас очень болезненным. Но потом это как-то забылось, и все пошло замечательно. Мы общаемся очень деликатно, не вспоминая прошлого, не обижая друг друга, призналась в интервью Олеся. После разрыва с Олесей Даниил снова влюбился, и опять в актрису, Эмилию Спивак. Они встретились во время проведения кинофестиваля. Почти год молодые люди встречались, при этом жили они в разных городах. Во время новогодних праздников Даниил предложил возлюбленной руку и сердце, но та ответила отказом. Актриса не торопилась связывать себя узами брака. Тогда она думала о карьере. Она жила в Санкт-Петербурге, он в Москве, и никто не захотел что-то менять в своей жизни, даже несмотря на пылкие чувства. Позднее Эмилия отметила в интервью: «Если не сложилось с этим человеком, значит, так и должно быть. А если людям суждено быть вместе, они все равно сойдутся, как бы они ни бежали друг от друга, какие бы обиды и ссоры ни происходили между ними. Надо уметь отпускать мужчину, говорить ему спасибо. Я рада, что мой бывший друг нашел свое счастье». После того, как роман с Эмилией остался в прошлом, Даниил встретил свою будущую жену. Спиваковский очень долго искал ту самую женщину, от которой хотел бы завести детей. Будучи однолюбом, актер отказывался от кратковременных интрижек и случайных связей. И вот, в 2006 году состоялась та самая встреча, о которой так долго мечтал артист. Стюардесса по имени Светлана покорила его с первого взгляда, поэтому следующие несколько месяцев Даниил потратил на то, чтобы завоевать девушку. Их встреча была абсолютно случайной. Во время перелета из Москвы в Санкт-Петербург актер заметил обворожительную стюардессу, а после начал искать встречи с ней. Его не смутила 18-летняя разница в возрасте, а вот Светлана была явно не готова к созданию семьи. В течение 2 месяцев она отказывалась общаться с актером, проверяя и его, и свои чувства на прочность. Даня был очень настойчив. Он встречал меня с рейсов, просто ездил, как пассажир, постоянно звонил и писал. Мне на тот момент было всего 19 лет, и я не была уверена, что готова к столь серьезным отношениям. И вот однажды он перестал звонить. 2 недели телефон молчал, и тогда уже я набралась смелости и позвонила. Поделилась воспоминаниями Светлана. Предложение руки и сердца прозвучало спустя 6 месяцев после первого знакомства. Ради мужа девушка оставила родной Санкт-Петербург, бросила работу и переехала в Москву. Однако о своем решении супруга Спиваковского ни разу не пожалела. Даниил окружил ее такой заботой, о которой другие девушки могут только мечтать. Сейчас у них крепкий семейный союз. 8 августа 2022 года у 52-летнего Спиваковского, воспитывающего дочь Дарью и 2 сыновей Даниила и Андрея, снова родился мальчик. Мы со Светой очень похожи друг на друга, несмотря на то, что между нами 18 лет разница. Мы говорим на одном языке. Кто не идет на компромиссы, увы, браки тех рушатся. Семья – это смысл моей жизни. Вопросы отношений между мужчиной и женщиной у нас строятся на полнейшей честности и внимании друг к другу. Мы очень внимательны к нашим потребностям, желаниям, состоянию. Мне кажется, в этом и заключается настоящая любовь, признавался Даниил в одном из своих интервью. Фильмография Даниила Спиваковского включает около 100 кинолент и сериалов. Он проводит время на съемочной площадке, играет в театре, обучает студентов. Рабочий день Спиваковского расписан по минутам, и все же он обязательно находит время, чтобы провести его с любимой женой и детьми. Артист уверен, что настоящая любовь может случиться лишь однажды в жизни. Для него самого примером для подражания являются бабушка и дедушка, которые прожили в браке более 50 лет. Быть может, поэтому Даниил Спиваковский с такой неохотой вспоминает про прежние свои отношения, ведь сейчас те короткие отношения уже не имеют никакого значения.